Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми новостями, новыми выпусками и, конечно, аналитикой. Денис Неведомский на связи прямо сейчас. Денис, приветствую вас. Приветствую, Александр. Добрый день, друзья. Денис, начать я хочу с самого главного. А ведь казалось, это самое главное. А оказалось, промежуточное. Трамп встречается с Си Цзиньпином, на все про все час 40. Пошлины немножечко понижает Америка. Но, в принципе, договорились договариваться. И, заметьте, без каких-то перформансов, без каких-то, вот этих ярких вещей. Там, например, корону подарили в Южной Корее Трампу. Или там на Нобелевку никто никого не обещал номинировать. Или какие-то там заявления. Все достаточно скупо. А по Украине, имеется в виду скупо, сухо, дипломатично. А по Украине сказали какие-то странные вещи. По крайней мере, если верить Трампу. Пускай довоевывают, пускай еще повоюют. Абсолютно не это ожидалось по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Давайте так, кем ожидалось? Мы с вами неоднократно эту тему обсуждали. И, скажем, произошедшая встреча, ее формат, ее результаты абсолютно соответствуют то, о чем мы проговаривали. То есть Китай – это не о шоу. Китай – это о реальной политике, о реальной дипломатии и о реальных договоренностях. И сам факт встречи Си Цзиньпина и Трампа свидетельствует о том, что эти ребята друг друга воспринимают всерьез. Если Си всегда был, скажем, максимально корректен в силу китайской философии, китайской идеологии, то Трамп, безусловно, шоумен. И Трамп прекрасно понимает, он при всей своей импозантности прекрасно понимает и разделяет, где шоу необходимо, а где оно неуместно. И в переговорах с Китаем, с той позиции, в которой сейчас находятся страны, Китай и Соединенные Штаты, шоу неуместно. Неуместны яркие перформансы, неуместно яркие заголовки. Здесь речь идет о реальных договоренностях, потому что на сегодняшний момент Китай является одним из главных лидеров глобального юга. И те результаты, которые достигли, они на самом деле в основном не публичны. Безусловно, те результаты, для которых встречался Трамп, протокол был подготовлен, и реперные точки были согласованы, и эти результаты были достигнуты. Они не были фееричными для Соединенных Штатов, но тем не менее они были реальными, и те результаты, которые были озвучены, это только верхушка айсберга. На самом деле договорились о гораздо более серьезных вещах и о той же тарифной политике, и о валютной политике, и глобально по геополитике. То есть нащупаны точки, о которых хотелось бы договориться Америке. Поэтому, как говорится, счастье любит тишину, поэтому Трамп максимально эту тему лаконично и дипломатично откомментировал. Еще более лаконично и дипломатично высказалась китайская сторона по этому вопросу, если вы обратили внимание. Можно сказать, что это очень важные переговоры для достижения, скажем, взаимопонимания на геополитической арене, для формирования нового геополитического ландшафта, не менее важные, чем переговоры в Анкоридже между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. И все-таки понятно, что если так думать об Украине, то о теме Украины. Ясное дело, что они встречались по-своему, но Трамп изначально анонсировал разговор по Украине, и сейчас говорит, очень долго говорили. Смотрите, час 40, долго это сколько? Минут 10, 20, 15, переводчики плюс. В общем, эфиры некоторые на этом канале длиннее, чем они поговорили. Это означает, что они обменялись какими-то определенными и конкретными месседжами по Украине. Как вам видится, что это может быть? И действительно ли вот после этих встреч война может поменяться? Время на самом деле не имеет никакого значения. Имеет значение достигнутые результаты и поднятые темы. И совершенно однозначно, что та скупая фраза, которую вы
озвучили, о том, что пускай повоюют, это на самом деле именно повестка глобального юга. То есть если вы не способны своего прокси, как вы называете, заставить выполнять достигнутые договоренности между сюзеренами, значит, тогда мы со своей стороны не можем выполнить те обязательства, которые изначально принадлежат вам. Мы со своей стороны будем выполнять тогда нашу повестку до того времени, до того порога, когда вторая высокая договаривающаяся сторона будет вынуждена принять наши условия. Вот примерно то, что было озвучено Си по Украине. Повторюсь, это процентов, может быть, 10 от достигнутых и поднятых тем. Украина является здесь не ключевым моментом. Для них гораздо более важны, это, скажем, тарифная политика, гонка вооружений, глобальная политика, сферы влияния, Индо-Тихоокеанские регионы, им есть о чем поговорить. Эти час 40 были максимально потрачены не на обсуждение, а на обмен позициями и достижение каких-то рэперных точек. Что касается Украины, то они максимально озвучили. Мы свою часть договоренностей глобальных выполняем, вы свои не выполняете. Вот вам домашнее задание. И подождем немножко, к чему придет. Трамп, понимая о том, что он не способен сейчас, у него нет таких рычагов, которые могли бы эту задачу решить, и давлением на Москву, на Пекин, на Дели он не добьется больших результатов, потому что санкционная политика, особенно против стран, имеющих схожий экономический потенциал, это всегда палка о двух концах. И как бы не подорваться с этой санкционной политикой, учитывая слабость и нестабильность сегодняшнюю в Европе. Поэтому он максимально, скажем так, услышал, что ему сказали, и каждая сторона взяла себе домашнее задание. И главным результатом было обменяться мнениями по важным точкам и взять домашнюю работу и продолжить диалог. Денис, если мы, перемещаясь в Украину, попробуем, ну, как бы присовокупить к вот этой теме и к условно обсуждаемой Украине в Южной Корее, слив Радио Свободы сегодня. Понятно, что это только согласовывается, и там будет буквально завтра, да, там выяснено, согласовано, опубличено, или там на днях вот эти пункты, европейские пункты прекращения огня. Слушайте, ну, если честно, то какой-то получается достаточно специфический мир. Как бы совсем и не мир вовсе. Значит, через 24 часа после принятия прекращения огня, заморозка действующей линии фронта, мониторинг под руководством США, пакт о ненападении Киев-Москва, Запорожская АЭС третья сторона будет контролировать, символические санкции отменяют, согласовывают линию столкновения управления оккупированными территориями, гарантии безопасности Украине, там без деталей, как-то вот формулируют, что нужно уважать языки, культуры и религии, переговоры по управлению захваченными землями, постепенная отмена санкций по мере реализации и компенсации разморозка активов Западом. Набор тут такая солянка и кнуты и пряники. Ну, если верить Радио Свободе, если вот примерно в таком ключе Европа предстанет со своим планом, как это повлияет на, ну, такие более глобальные договоренности? Для того, чтобы предлагать какие-то планы, ты должен иметь механизмы обеспечения их выполнения. И то, что вы перечислили, ну, один вопрос: зачем это Москве? Зачем это Москве? У них есть понимание глобальным югом, у них есть диалог с Соединенными Штатами, ключевым государством Запада, которое определяет всю западную политику. И Европа сейчас в этой ситуации выглядит как хромая утка. Поэтому любые инициативы, которые озвучены несубъектным составом, они имеют очень призрачные перспективы для реализации. Как медийная, информационная основа, да, Европа пытается попасть в едущий поезд, мчащийся, со своей какой-то повесткой, с беспросроченными билетами. Но я повторюсь, я не вижу интереса для Москвы в этом. Как бы нам не хотелось,
чтобы эти пункты были приняты, потому что на сегодняшний момент они спасут ту Украину, которая существует. Но нужно ли это? Давайте дождемся Ну, их. активы, да, мол, разморозка, санкции, уберем активы, постепенно будем Ага. возвращать. Ну, вот, Смотрите, смотрите, активы. Активы – это циферки в компьютерах. Реальные активы, которые были, они уже все там разбежались по счетам, они уже давно крутятся в кровеносной системе западного мира. Поэтому этот вопрос еще для Европы, как они их будут размораживать и возвращать. То, чего нет, то, что они уже давно потратили. Поэтому я думаю, что Москва сознательно пошла перед войной на оставление этих активов как наживки для западной банковской и финансовой системы. Потому что, заглотнув эту наживку, раз и навсегда исчезнет миф о стабильности и бессторонности западной финансовой системы. Поэтому это не является тем фактором, который будет ключевым. То есть Советский Союз в свое время тоже находился под жесткими санкциями энергетического сектора по Афганистану. И по технологиям инновационным находили способы через третьи страны, через подставные компании добывать технологии и реализовывать энергоресурсы. Поэтому это не тот аргумент, который мог бы склонить Москву для достижения соглашения. Мы не раз уже говорили, что целеполагание Москвы другое. Она не потерпит существования под подбрюшье антигосударства, которое, целью которого объявляется неоднократно и государственными СМИ, и государственными чиновниками по уничтожению и раздел России. Денис, если мы попробуем сконструировать вот такую определенную модель, ну окей, договоренности, там где-то это вершина там, айсберга и так далее, это все равно все спускается ситуация на Земле. По поводу этой ситуации сейчас очень много кривотолков. Но давайте будем откровенны. Когда Безуглая пишет о том, что, ну, в общем, прощается с Мирноградом и Покровском, он это делает не просто так. Мы видели, как героически сбили флаг на стеле Покровск, российский флаг, дроном, что, ну, там, многие восприняли как за перемогу, да, условно, ура. То есть, вот смотрите, повисел, но недолго. А с другой-то стороны, это означает, что его же не сняли. То есть, к нему не подошел украинский военный, не выдернул флагшток и не выбросил. А его сбили дроном. Это означает, что фактически вот это место, это серая зона или начинающийся контроль Российской Федерации. Это место – это выезд из Покровска, это там, где неоднократно фотографировался президент, будучи еще президентом, да, и уже после истечения своих полномочий Зеленский. И понимаете, какая вот странная вещь? Нам говорят вполне себе серьезно с российской стороны, что, мол, а давайте запустим прессу, а давайте остановим там огонь, или там что-то, это Путин лично говорит, наподобие Азовстали, какой-то экстракшн. Украинская сторона окружение не признает, говорит, ничего нет, идет война, не верьте, не ведитесь, ни в Купянске ничего нет, ни в Покровске ничего нет. И как долго это может продолжаться? Ведь по большому-то счету люди, они уже видели нечто подобное с Авдеевкой, Угледаром, ну и там прочими населенными пунктами большими. Бахмут, Солидар, все точно так же. И действительно, дроном можно сбить российский флаг и в Воронеже. Это свидетельствует не о контроле над конкретной территорией, это свидетельствует о том, что в этом регионе идут, в этой части города идут бои, и огневое поражение доступно обеим сторонам, и обе стороны имеют возможности как поставить флаг, так и сбить его. То есть это ни о чем не говорит с точки зрения военной тактики. Что касается инициатив, ну да, наверное, в этом есть и дипломатическая информационная игра, что мы готовы дать возможность посмотреть независимым журналистам, что реально происходит на месте. Потому что мы получаем информацию от источников, прямо заинтересованных с обеих сторон.
И приглашение независимых журналистов могло бы несколько пролить свет на реальную картину, которая там есть. Но учитывая динамику, которая там происходит, я думаю, что это вопрос месяца, когда эти населенные пункты перейдут в красную зону. Что означает это поражение? В политическом смысле, ну, в военном, там, пускай военные говорят о высотах, километрах или там зонах поражения. И это тоже очень интересно в том плане, что все же развивается. Ну, все, вот мы смотрим, кабы уже летят вообще там до Одесской области, могут долететь до Полтавской. Ну, и дроны, соответственно, тоже уже летят дальше, бьют совершенно иначе. Но с точки зрения потери Покровска, ведь, ну, сколько уже можно терять так города Зеленскому, на фоне стел которых он фотографировался? Ну, это же тенденция, это же не просто какая-то потеря важного стратегического населенного пункта. Давление осуществляется с разных сторон. То есть Россия начала воевать всерьез, при этом, по моему мнению, а, тактика мясных штурмов со стороны России, она видоизменилась. То есть уже нет такого и навалы, как как было в 22 году, не считаясь потерями, как брали тот же Бахмут при помощи ЧВК «Вагнер». Нет огромных колонн техники, которые доступны и поражаемы теперь дронами, и эффективность таких, скажем, колонн резко снизилась в условиях современной войны. Но при этом давление осуществляется равномерно на нескольких главных участках и по всей линии фронта в более не менее интенсивном варианте. И захват Покровска – это результат этого давления. Результат давления не только в этом конкретном месте, но и по всей линии фронта, что э, нивелирует разницу 3 к 1, потому что когда ты не успеваешь перебрасывать резервы с одного на другой участок, потому что давление осуществляется мощно и равномерно на разных участках, то неизбежный прорыв. Мы уже наблюдаем давление, усиливающееся в Харьковской области, в Сумской области, на юге, то есть и как результат мощный прорыв вот в районе Покровска. Денис, я все-таки, ну, понятное дело, что есть вранье, да, есть пропаганда, есть еще какие-то моменты, но мы же должны понимать, что ситуация на Земле, она же делается под что-то. Многие провели параллели, кстати, о том, что, смотрите, там Иловайский котел, Дебальцевский котел и Минский. Да? Покровский котел, если он дооформится в котел, а приказа отступать, ну, в общем, люди не получают там, в этом котле. Одни говорят, что 5000 там, 5000 на Купинском. Ну, вот там левобережье Оскола. Другие говорят, на Купинском чуть меньше, на Покровском чуть больше. И вот этот выход, экстракшн, вот могут привести к какой-то формату, форме Минска-3? Украинская власть неоднократно говорила, что Минска-3 не будет, что мы больше не будем подписывать с Москвой такие временные соглашения. То есть мы не для этого как бы вот показывали, что мы ни на что не согласны и выполнять ничего не будем. Москва видит то же самое. И совершенно однозначно, что Минск-3 это и есть то самое перемирие, о котором говорил изначально Трамп, о котором постоянно говорят европейцы, Зеленский, и который категорически отрицает Москва. Поэтому перемирия не будет, скажем так, экстракшены, которые были в Мариуполе с портелем от Эрдогана, э, который, нарушив эти договоренности, скажем, вернул в Украину военных, уже как бы показали свою несостоятельность. То есть кто как хочет, тот так и действует, и никакие договоренности ни для кого никаких последствий не влекут. Поэтому не будет никаких Минсков-3, это совершенно однозначно. Москва будет стремиться к достижению своих задач и будет держаться столько, сколько сможет, сколько его будет поддерживать Европа.
Денис, вы как человек опытный в политике, ну и в юриспруденции, если это слово можно употреблять еще в отношении Украины, я хочу, чтобы вы прокомментировали ситуацию в Одессе. Ну, это просто какой-то, ну, вообще нелепейший эпизод. Значит, вчера выходит Зеленский и говорит: мне все равно, там, какие паспорта у Труханова, мне СБУ сказала, есть гражданство, я убрал гражданство Труханова. Все, точка. Фейки, не фейки, отстаньте. Лысак начинает отмечаться в Одессе. Ну, во-первых, он объявил месячник чистоты, все должны поубирать Одессу. Ставили его вообще не за другим. Ну, вот представьте, СБУшник с прямой президентской властью над городом, то есть исключают избранного мэра, вводят прямую администрацию офиса президента и рулят. Чекист, по большому счету, чекист Лысак нам начинает говорить, что надо как бы заметать. Ну, возле Стеллы позаметать, убрать. Ну, порядок уже начинают наводить, и Пушкина обнесли такой фанерой. Что под фанерой будет, непонятно. Ну, скорее всего, знаете, как снести нельзя, ну, потому что памятник ЮНЕСКО, все дела, вроде как это сложно, не надо. А вот если фанеркой так все обложить, чтобы он как бы есть, но его как бы нет. Ну и хорошо. Вот это вот, в принципе, по большому счету, тот и есть порядок, ну вот если глобально посмотреть, который нам сулит вот это чекистско-полицейское государство Зеленского. Ну, то есть СБУшник у власти, порядок – это вот эта фанера, которой обнесли памятник. Ну, а мэр там, когда там вы его избирали? Уже и забыли, когда избирали. Пошел вон мэр, забрали паспорт, еще и наградили тебя уголовным делом за то, что из-за ливня в Одессе ты 9 жизней одесситов не уберег. Халатный ты мэр был. Но тут тоже возникает момент, я хочу, чтобы вы отдельно прокомментировали. Так а если его убирают гражданство, то кого его подозревают в халатности? Заметать это профессиональное у человека, видимо, следы или людей, -то, или мусор, неважно. А что касается его функций, да, у него совершенно другие его функции, как у губернатора, а фактически он начал выполнять работу мэра. То есть совершенно однозначно, что Киев начал политику жесткой централизации власти, вертикализации управления, ставить своих людей на те должности, которые должны быть подконтрольны местному самоуправлению. Трухановым очень просто. Мэры, те, которые, скажем, до последнего пытались каким-то образом и выказывать лояльность Киеву, и одновременно соблюдать какие-то интересы граждан, которые выбрали, сейчас с ними будут разбираться. Почему Труханов сразу, как говорится, на удивление Киеву не сориентировался, не поднял руки вверх, не сказал: да, виноват, сам пошел вон. Он продолжил свои функции, сказал, что пойдет в суды, понимая, наверное, все-таки, к какому результату приведут его обращение в современные украинские суды, даже в Европейский суд. Поэтому получи уголовное дело, чтобы тебе было чем заниматься в судах. Я думаю, что это будет касаться не только Труханова, это как бы так месседж всем остальным мэрам, которые должны тоже приготовиться для того, чтобы понимали, откуда и куда дует ветер, и чем их каденция и в какое время закончится. Думаю, ближайшие, скажем так, ближайшие прилеты ожидают и Харьков, и через какое-то время и Львов, и Киев, то есть все будет сделано по одной кальке. Украина как страна не нуждается в децентрализации, это как спасение, это как панацея от глобальной болезни, вот этого вот национал-патриотизма, унитарности, которая Украине не свойственна, но не должна быть такой. Украина мультикультурная страна. И местное самоуправление, которому Киев как центр должен был предложить равные условия,
арбитраж и возможность развиваться самостоятельно, культурно, гуманитарно, экономически. А, Вот это вот та модель, которая давала возможность Украине при всех плюсах и минусах просуществовать этот период. Когда началась жесткая централизация, когда культура стала унифицированной, культура галицкая стала унифицированной для всей Украины, это как взять вышиванку размером для маленького пятилетнего ребенка и пытаться одеть на здорового мужика. Неудобно, некрасиво, смешно, глупо и бессмысленно. Вот то, что они пытаются сделать. И точно так же это ложится как нас одинаково, как на социальную сферу, так точно так же оно ложится и на политическую, и на экономическую сферу. Пытаясь в ручном режиме руководить такой огромной страной, с таким различием в регионах, это приведет только к отторжению центробежным процессам. Но Одесса, как бы там начался очень интересный процесс. Я пошутил так у себя в телеграм-канале, назвав республикой 7-й километр. Ну, конечно, шутка злая, так немножко отголоски есть, ну а почему и нет? Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Пришли на рынок оптовый, 7-й километр, известнейший в Украине рынок, одесский. Пришли ТЦКшники, их там, скажем так, встретили радушно, наваляли, прогнали, перевернули бус, побили его. Сейчас все быстренько начинают что-то предпринимать по этому поводу. Но тут возникает другой момент, понимаете? Вроде как есть там распоряжение закручивать гайки и отлавливать по одному. Ну, в общем, как это? Это очень сильно нахально. Нахальный плевок в лицо этой системе ТЦК, властей. И вот тут вроде как перемога, условно, у лысака, да, у как бы человека, руководящего под грамотой президента Одессой. Ну, что он обнес Пушкина. Пушкина теперь не видно в Одессе. И вроде как хорошо. А тут такой провал. Это прям пощечина. Это означает, что сидят какие-то одесситы. Да не просто одесситы, а люди, которые торгуют на рынке, всякие грузчики, предприниматели, реализаторы. И они уже не просто, недовольные, а они уже представляют силу. Сунулись к ним на 7-й километр. Ну, в общем, огребли. И вот тут-то мне кажется, что лучше вообще ничего не делать, потому что следующий шаг будет только хуже. Ну, условно, начнут крепить этих предпринимателей, силовики, а это породит еще больший протест, и республика 7-й километр может быть, еще меньше доли шутки в этом всем. Как вы прокомментируете эти события? Что думаете? Ну, вы в шахматы играете. Когда-то в детстве играл, да. Вы знаете о том, что там пропустить ход нельзя. Вот это вот ситуация фланга, когда вам необходимо делать ход. Вы не можете его пропустить. Каждый из вариантов, он является таким, что ухудшает действующую ситуацию. Промолчать тоже нельзя, потому что это покажет слабость системы. И это станет спусковым крючком для аналогичных реакций по всей стране. Потому что на самом деле уже, скажем, точка кипения на подходе. И жестко разогнать это опасно, потому что могут люди и закуситься. Тогда придется уже говорить о внутригражданском конфликте серьезном. А, как вы помните, революционные ситуации, они долго созревают, но достаточно спички, поднесенной в определенный момент, чтобы оно все вспыхнуло. И поводами революции всегда были, как правило, несущественные моменты. Это причины были глобальные, а поводы были несущественные. И вот этот повод, он может... Слышно, нет меня? Да, все хорошо. И вот этот повод, который, казалось бы, скажем, обыденный для сегодняшней Украины, там, бусификация, он может перерасти в реальное сопротивление. То есть нет торговой организации, еще нет, скажем так, это еще не 17-й год, но, возможно, 5-й. Возможно, 5-й. То есть, но это все равно будет прелюдия к дальнейшим действиям. И вот каким образом отреагирует на это власть, будет иметь уже последствия дальнейшее развитие. Но не отреагировать она не может.
Потому что это тоже не отреагировав, это тоже реакция. Это тоже руководство к действию. М, Смотрите, ну тут же какой момент? Подобное там, ну, это вот действительно силовая история. Ну, подобные околосиловые, они встречались и раньше. И на самом деле, вот так если разобраться, то вот этот произвол ТЦКшников, все же ищут, например, что может объединить страну, что может быть, ну, объединить страну. Война, там, агрессор, дроны, тяжелейшие же удары и прошлой ночью были. Там Ладыжинская ТЭЦ, в нее попали, Ладыжин Винницкой области, без света, без тепла, ну, без воды, и все. То есть да, начинают ремонтировать целый город в минусе. Но вот эта несправедливость объединяет гораздо круче. И я заметил, возможно, это так немножко совпало по времени, ровно как начали громче кричать об ухилесах, о том, что все такие нехорошие, там, да, появляться видео с ТЦК, который останавливает, ну, в Оболоне перегородил дорогу, тут говорит, там, дружище, там, да, я пройду, а тут говорит, ты мне не дружище, ты со мной в окопе не был. То есть вот эту линию раскола начинают так вот прочесывать капитально. Там, да, эти ТЦКшники говорят, мы не ТЦКшники, мы военнослужащие, мы военные, а вы мусор гражданский, который прячется под юбкой. И вот с моментом, когда вот эти все комментаторы, вся эта братья, да, вот это вот начинают поднимать эту волну, ну, мы видим вот такие силовые противостояния. Связь, по-моему, более чем очевидна. А что власти делать в этой ситуации? Власти есть инициатор этих конфликтов. Нельзя выводить за скобки власть. Это не конфликт между военными и гражданскими. Это нарратив, спущенный властью, которая разделила граждан на лояльных и нелояльных. Условно лояльными являются те, кто одели военную форму, волонтеры, СМИ, которые продвигают нужные повестки. Есть все остальные. То есть это мы имеем дело, очевидно, уже с гражданским конфликтом, который пока еще не перерос в гражданскую войну. Но вот такие, скажем, сигналы, которые были в Одессе, это уже первые звоночки того, что молчаливое неприятие перерастает в сопротивление. И дальнейшее закручивание гаек, оно на самом деле в этой парадигме логично, потому что раз вы начали закручивать гайки, вы их открутить нормально не можете. Вы их можете докручивать только до состояния срыва резьбы. Вот они этим путем идут. Они взяли и выкинули из активного, позитивного общественного поля всех людей, которые не активно на них не работают, активно не согласны с их политикой. То, учитывая тот огромный объем, который они оставили за бортом, даже взять, если официально СЗЧ 290 тысяч, да плюс понимая, что это только цифры официальные по уголовным делам, а многие СЗЧ их не регистрируют по разным причинам, то вы имеете уже армию, которая по количеству можно сравниться с той армией, которая воюет на фронте, реально воюет. И весь вопрос, кто эту армию подхватит, объединит, организует и вооружит. И вот это уже будет катастрофа. А что это могут быть за силы? Ну вот все же как, смотрите, все говорят про, в общем, Россия, ролики это ИПСО, вот эти все, ну да, вот эти там видео, это искусственный интеллект, если вы там это все смотрите и в это верите, и более того, там еще этим делитесь, то вы работаете на Россию, но это ведь может быть и не Россия, скажем, игроком в этой революционной ситуации. Смотрите, обратите внимание, Россия вообще максимально дистанцировалась от всех этих внутренних украинских процессов. Максимально. То есть, в отличие от Америки, которая ведет войны, когда на территории других государств, они всегда находят э, лояльные силы, поддерживают их, вооружают э, информационно, материально, финансируют,
то есть показывают свою поддержку, то Россия в этой ситуации максимально дистанцировалась и никакими, насколько я вижу это в информационном поле. Даже там те жалкие попытки передачи там, Америки списка украинских оппозиционеров, оно выглядело аматорски и, скажем, бесперспективно. То есть, ну, жалкое подобие левой. Поэтому если это и произойдет, то произойдет только благодаря внутренним силам, когда чаша терпения людей просто переполнится, и они уже начнут стихийно самоорганизовываться. То есть это максимально будет чистой воды внутренний украинский момент, без влияния внешних сил. Возможно, внешние силы появятся тогда, когда эта сила уже оформится и будет вполне себе самостоятельной. Выходит главный пингвиновед Украины, товарищ Дикий, говорит, что парням до 22 лет нужно было не разрешать выезжать за границу, а мобилизовать. Значит, говорит, что из-за этого дебильного постановления Кабмина за 2 месяца выехали 10 тысяч парней, больше, чем добровольно пошли в армию за полгода по молодежному контракту. К сожалению, воспитали такое поколение 18-24, которое сразу уехало, когда им разрешили. Как появилось дебильное конченное постановление правительства в открытии границ для молодежи 22 лет до 22, в первый месяц уехало 10 тысяч. Возрастную категорию 18-24 нужно было мобилизовать и ни в коем случае не разрешать выезд. По-моему, уже после драки кулаками не машут. Или это здесь задел немножко на будущее, чем там критика прошлых решений? Как вы думаете? Это и, скажем, проявление общей повестки, и прогрев трека о том, что там надо отменять, что вот общественные деятели, какие-то важные лидеры общественных мнений высказывают о том, что необходимо это делать. То есть, ну, нормальные страны не закрывают границы для своих граждан. Они достигают такого уровня взаимопонимания со своими гражданами, что они понимают, что защитить свою страну необходимо. А если это не получается, если такого консенсуса нету, то или, скажем так, идите на мирное соглашение, или отдайте власть тем, кто сможет достичь. Государство само по себе не может существовать без граждан, без общества. И вы не можете взять и своим волюнтаристским решением определять, как жить гражданским людям. Если у вас есть какие-то по отношению к этим людям права, то у вас есть и обязанности, есть обязательства. А так, что вы полностью разрушили социальный договор и общаетесь с собственными гражданами путем исключительного диктата и принуждения, то это уже не государство. Это уже какое-то некое формирование, образование. И такие выступления, ну, это позор вообще для страны. Позор для любой страны, когда это звучит из каждого провластного утюга, что вот зря мы детей выпустили, зря мы вот это, вот надо было всех на фронт отправить. Это вообще катастрофа. Это когда пелена вот эта вся спадет, эта пыль, туман войны, то люди начнут осознавать и читать, как будто бы они читали это не в государственных СМИ, а какой-то параллельной реальности. Всегда такие сексоты, как Дикий, Пингвин, они всегда были нужны власти, при любой диктатуре. Всегда они озвучивали эти нарративы, сами находясь в тени. Что он там побыл какое-то время, во время АТО, так АТО это не полномасштабная война. Когда не было таких боев, тогда не было таких рисков и всего остального. Тогда реально можно было пойти добровольцем. А сейчас добровольцы закончили. Так а как тогда воевать 2-3 года? Зеленский вроде как говорит Туску, что... Ну, Туск поделился. Говорит, вообще, конечно, 2-3 года мы... Десятилетия не собираемся, а 2-3 года собираемся. Ну, я не знаю, каким образом он собирается это делать. То есть, дальнейшее закручивание гаек, как мы уже говорили, оно перейдет к срыву ритма. То есть какие-то моменты уже начали приобретать состояние массовости. То есть это уже не одиночное сопротивление ситуации, там, где жена отбивает мужа. Это уже серьезный такой момент. И он еще не закончился, мы еще последствия его не видим. Каким образом он собирается? Добровольцев нет.
Кадровая армия гибнет каждый день. Ну, еще и кадровые войне. Бусифицированные, только растет количество уголовных дел и количество СЗЧ. Ну, я не понимаю, откуда, например, об этом кто-то пишет. Скорее всего, это желаемое. Французы собрались заходить в Украину. Ну, так, по крайней мере, русские говорят. Да и у них там на телевидении выступают генералы, что давайте, в общем, други, возьмемся за руки, поможем Украине. А, Смотрите, вот эта вообще история с такими войсками интервенции, она ведь давно как бы как улитка, да, выглядит. То есть то высунулась из ракушки, то засунулась опять назад. Вот сейчас опять, получается, высовываются. Как только там запахло каким-то возможным, ну или хотя бы риторически, да, запахло каким-то возможным процессом договоренностей. Сейчас вот Трамп сказал, что пускай довоевывают. Видимо, опять эта улитка засунется опять в свою ракушку и там будет сидеть до лучших времен. Просто, смотрите, если, ну, если не могут помочь там должным образом вооружениями, не могут помочь там живыми солдатами, но скоро же и деньгами не смогут помочь. А как тогда быть? И тут возникает другой момент. А за сколько и какая цена у украинца? Конкретно у украинца какая цена? С учетом того, что его заменит бангладешец, или без учета того, что его заменит бангладешец, или реально будут договариваться с Европой, там, с теми же поляками или с там, немцами о том, что давайте молодых парней, тех, которых они выпустили, Европа им будет назад впихивать для того, чтобы воевали и страну защищали. Политики, правда, не провластные, не те, которые принимают решения, но, тем не менее, большие политики в европейских странах об этом уже заговорили. Начнем сначала с того, что там Франция, возможно, там кого-то отправит. Абсолютно нереальная история, как говорил Леонид Данилович, це вже було. И эту историю проходили, и не в пример были более, скажем, условия благоприятственные в начале прошлого века, в 20-х годах, 17-х, когда Антанта была на территории Украины, ничем оно все равно не закончилось хорошим для Антанты. А сегодня, учитывая вообще вот, общую слабость Европы и, скажем, антирейтинг Макрона, это чисто популистский шаг, когда он пытается гнуть свою линию. Вот. И я думаю, что это нереально абсолютно, потому что если только первые гробы начнут французские регулярная армия приходить во Францию, я думаю, что придет его очередь говорить известную фразу Марии Антуанетты по поводу хлеба и пирог. Поэтому, ну, абсолютно нереальная история, и даже обсуждать ее, думаю, сейчас не было смысла. Нет. Что касается поддержки общей европейской, ну, это тренд, он однозначен. Будут меняться глобалистские лидеры на правые партии, которые более понятны тому же Трампу, с которым он будет достигать соглашения, поскольку линия Трампа не заканчивать российско-украинскую войну, то, соответственно, и новые лидеры Европы тоже ее поддерживать не будут. Что касается отсылки обратно в Украину вчерашних детей 18-22, абсолютно тоже нереальная история, потому что именно на этом держится Европа. На том, что она не выдает воюющие страны людей. То есть, Ну, так более войны официально же нет. неважно, как вы будете ее характеризовывать в том или ином международном праве, о том, что должно быть объявлено состояние войны или военное положение. Это юридический вопрос, с которым я уже давно разобрался, не хочу его, скажем так, засорять им эфир. Вопрос в другом, что если только они начнут это делать, на этом объединенная Европа, которую мы знаем, закончится. Потому что это нарушение одного из основополагающих принципов. Экоцентричность Европы, права и фундаментальные свободы, и не возвращать людей в воюющие страны. Тем более люди, которые приехали в качестве незаконных мигрантов, а которые имеют статус.
статус, предоставленный каждой европейской страной при консенсусе в Европейском Союзе. Поэтому, кто бы там, какие политики что ни говорили, ну, если это начнется, на этом придет конец Европы. Мы уже будем говорить тогда не о Европейском Союзе, а о реакции каждого из национальных государств, оставшихся на руинах этого бывшего Союза. Друзья, подпишитесь, напишите, что думаете в комментариях. У меня еще один вопрос, еще один комментарий. Сегодня в Киеве рассматривают суд. Мы итогов на момент нашего разговора не знаем. Суд УПЦ, по делу УПЦ. Значит, возле 6-го апелляционного суда в Киеве собрались люди, там молятся, прихожане, да. До этого вроде как суд отклонил комиссии там всякие... Ну, это такая процедурная история, там, да, там, что нельзя отчуждать имущество, запреты, все вроде как все можно. Но этот суд кажется, ну, если не решающим, да, ну, таким достаточно основополагающим в будущем Украинской Православной Церкви. То есть, если он пройдет и докажет правоту комиссии по этике и свободе совести, то начинается фактически официальный юридический этап замуровывания, да, то есть закрытия, ликвидации Украинской Православной Церкви. Как вы думаете, с моментом эскалации, которую мы сейчас переживаем, ну, вот эти обстрелы болезненные, там, инфраструктуру, газ, свет, вот это все сейчас будет дальше хуже. Ну, вот самое время взять, закрыть УПЦ, чтобы никто особенно и не понял, что потом раз и не стало этой церкви. И получится ли? Ну, вот к вам, как к бывшему судье, обращаюсь. Совершенно нет у меня сомнений, что суд примет решение в интересах государства, потому что это политический вопрос, а суды в сегодняшней ситуации все государственные вопросы решают однозначно. Что касается главного вопроса, с которого мы начали наше интервью, по поводу Минска-3, по поводу соглашения, по поводу предложения европейского плана и самая главная реакция на это Москвы. Как вы думаете, какие шансы заключить такое соглашение Минск-3 при условии ликвидации Украинской Православной Церкви? То есть, говоря о готовности, скажем так, заключить некое перемирие, предпринимаются внутренние все действия, которые нивелируют любое соглашение в интересах Москвы. Безусловно, она на эти, то есть демонстративная ликвидация Украинской Православной Церкви Московского Патриархата приведет к очередному витку эскалации войны. Это те действия внутренние, которые вразрез идут, очевидно, заявленным Россией в войне с Израилем. Ликвидировать церковь можно на бумаге, начать отъем имущества, но, во-первых, войны в церкви никогда хорошим ничем для государства не будет. В любом случае, это процесс, который загонял людей в подполье, и как только ситуация менялась, все обратно становилось на свои места. А учитывая о том, что Украина не выигрывает, скажем, мягко эту войну, это вопрос. Таким образом, то, что будет сегодня принято, будет возвернуто в завтра. Ну, мы увидим, конечно, но такие, если честно, так прогнозы не очень хорошие. Вроде как республиканцы, ну, якобы, да, с помощью там отдельных республиканцев в Америке, они там взяли это на карандаш, вроде как испугались, отложили немножко. Но сейчас мы видим очередная итерация, новый период, поэтому, судя по всему, будут эти попытки предприняты. Денис Ведомский был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, Александр. Всего доброго, друзья. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, что думаете в комментариях. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света.